опросы Гэллопа 70% украинцев за, в общем, скорейшее завершение войны, за переговорный процесс и так далее. Но есть какая-то фигура, допустим, за которой бы действительно народ пошел. Если это не Зеленский, то тогда кто? Сейчас очень интересная будет игра вокруг премьер-министра. Так. Обратите внимание, кто внес самый популярный за последних несколько лет законопроект в Верховную Раду о том, чтобы разрешить выпускать детей за с 18 до 23 границу. лет, Да. и все это Вот молодежь кто вообще должен был внести? Должен был, наверное, президент, но внес премьер-министр. Да. А как вы это объясните? А это объясняется тем, что это решение продавили американцы. Так. И продавили исключительно для того, чтобы отрекламировать Свириденко, премьер-министра Украины. Так. Больше того, я вам скажу, что сейчас готовится еще ряд аналогичных, очень популярных законопроектов, которые внесет Свириденко. Почему? То есть вы сейчас переключаете наше внимание, то есть мы говорили Залужный, Тимошенко, Порошенко, то, чего нет ни в украинских СМИ, ни в украинских телеграм-каналах, ни в российских, ни в зарубежных. Это инсайт, который очень многое объясняет. У Трампа нет своей кандидатуры, и они ее пытаются создать. И это кандидатура Свириденко. Вы считаете, если вы выходите на границу 91-го года, вы честно даете ответ на формулу победы? Вы лукавите. Вы на самом деле оставляете самую большую проблему своим детям и внукам. На Москву? На Москву. Ответьте ему. Это никого более продажных, чем украинских националистов. Они очень легко покупались в украинском парламенте за небольшие деньги, голосовали, как им скажут. А сам Ющенко, знаете, вся его борьба с Россией кончилась на том, что создали предприятие с «Газпромом» «Росукрэнерго». Брат Ющенко туда зашел и спокойненько продавали российский газ на территорию Украины, да, и он имел хорошую свою долю. А потом через Рената Ахметова договорился с Януковичем и поддержал Януковича на выборах, да. Ющенко поддержал Януковича на выборах. Все за деньги. Какой хороший человек. Все, что можно решить с помощью денег, это не проблемы, это расходы. Вы знаете прекрасно эту поговорку. Но еще одну все-таки цитату от действующего депутата. Вы сказали, что они все продажные, но это фракция «Слуга народа». И он вообще, в общем, такой фон, что они вообще перестали говорить о победе ВСУ. Цитата, Венеславский. Давайте послушаем. Очевидно, что война близится к завершению. Кто-то признает данный факт, кто-то нет. Но фактически Киев движется в этом направлении. Он говорит о завершении войны, да? Другие члены фракции «Слуга народа» говорят о президентских выборах. И это, заметьте, сразу после того происходит, как Зеленский встретился с однопартийцами. Что это? Смотрите, вообще встреча Зеленского с однопартийцами – это что-то. Что-то с чем-то. Я очень хорошо знаю зал, где они собирались. Да. В администрации президента, офисе президента, да. Зал на 300 человек. Да. Они в СМИ написали, пришло 150 человек. Это чуть больше половины. Так. По моей информации, пришло 100 человек. Так. Не сочли нужным потратить свое личное время и прийти. Если пришла зарплата, они пошли в магазин в это время. Большая часть фракции, да. Это вообще такой fail down. Хочу вас спросить о взаимоотношениях между коалицией желающих и Трампом. Дело в том, что, как вы знаете, Трамп с помпой посетил Лондон. Это был очень такой красивый королевский прием. Трамп улетает, и в этот момент этот еще в самолете летит. А Британия, а вслед за ней Австралия и Канада признают Палестину как самостоятельное государство. И это, на мой взгляд, такой сильный очень удар в спину Трампа,
который является не просто, так сказать, а, в общем, держателем контрольного пакета акций государства Израиль. Есть ощущение, что это, так сказать, в отместку Трампу за то, что он никак не может определиться, все-таки он с коалицией желающих, или он ведет свою самостоятельную игру, или он вообще с Россией? Он ведет свою самостоятельную игру. Для Трампа нет ничего важнее денег, и только денег. Он оговорил вот эта фраза о том, что и фраза, и договор с Европейским Союзом о том, что Трамп будет поставлять там на 750 миллиардов долларов газ и нефтепродукты на территорию Европейского Союза. Да у Соединенных Штатов нет столько газа. Близко даже. Да, нет просто в природе столько газа, чтобы это поставить. Это российский газ. Конечно. Это российский газ, и все. И он Северный поток, украинская ГТС, на которую он может претендовать, исходя из сделки по природным украинским ресурсам. Он может эксклюзивно претендовать на транспортную инфраструктуру. Все это ему позволит продавать российский газ как американский Европейскому Союзу. Это очень выгодно. Кроме этого, сделки по урану, по титану, еще по очень много всему. Трамп для этого всего должна война закончиться, и Трамп и его окружение начнут зарабатывать. Конечно, эта коалиция, европейские страны, они ему мешают. Поэтому у него своя игра. Он, к сожалению, у него руки связаны. Он не может поступать так, как он хочет. Политика – это искусство возможного. Он находит способы, как не выводить санкции. Вот изящную формулу нашел. Да. Вы введите, потом я введу. Ну, подождите, он изящную форму нашел и по части торговли оружием. Да, вот, пожалуйста, знаете, платите деньги. Не то чтобы, да. Он очень мучается, он мораль. Вот я хочу дать ему слово, и вы увидите на экране, вот действительно, как человек мучается. Он не хочет продавать оружие, но он вынужден это делать, потому что эти сволочи из НАТО, его партнеры, они покупают и передают это Украине. Вот давайте послушаем. Просто страдания Дональда Трампа. Я не хочу зарабатывать деньги на этой войне. Я не хочу, но мы зарабатываем деньги на этой войне, потому что НАТО покупают наше оружие для Украины. Они платят за танки и за ракеты. Вы сказали, что он не одинок, что он связан по рукам и ногам, поэтому, наверное, мучается. В Сенате представили законопроект, обязывающий Белый дом перечислять Украине средства от замороженных, значит, наших активов. Это, собственно, пока, я не знаю, то ли о теле идет речь активов, то ли о процентах, которые накапывают в объеме 250 миллионов долларов не менее чем один раз в 3 месяца, 90 дней. Какой будет вообще, во-первых, судьба этого законопроекта? И на ваш взгляд, все-таки мы с вами до эфира говорили о том, что очень многое станет понятно после того, как будет принят американский бюджет. И останется ли там строка на поддержку Украины? Да, это совершенно верно. У нас было 2 временных периода, когда могли быть приняты решения по Украине. Это первое, это вот до сентября. Начался бюджетный процесс, пока он не закончится, никаких изменений не будет. Сейчас Трамп под серьезнейшим давлением. Он должен до конца сентября принять бюджет. Ему будут демократы... Внутреннего давления. Демократы, да, республиканцы, да, Сенат, демократы Конгресс. И часть республиканцев. Он хотел принять резолюцию, которая бы позволила финансировать американский бюджет, исходя из формулы 1/12 бюджета прошлого года. И тогда бы октябрь пришел, но тем не менее все зарплаты получали бы госслужащие, электроэнергия, газ оплачивалась, там, бензин покупался, все бы государство работало. А теперь у него времени нет. И его демократы и часть республиканцев, которые вместе с демократами не позволили принять недавно эту резолюцию, Палата представителей приняла, а Сенат провалил. Они поставили его в безвыходную ситуацию. И ему надо теперь договариваться. Ему скажут, что давай-ка, Трамп, станешь немножко Байденом. 30 чуть-чуть, на 30 миллиардов, да, которые вот заложить в бюджет. Ну что такое для американского бюджета 30 миллиардов? Ну, подумай, да, Украине.
Поэтому давайте заложим, и мы проголосуем за бюджет. Поэтому давайте подождем, чем закончится вот эта битва за бюджет. Трампа либо сломают, либо нет. Если сломают, значит, Трамп превратится в номинальную фигуру. Если он продавит Конгресс, значит, он будет продолжать, в общем-то, вести свою независимую политику.